Всех приветствую на своем канале, с вами Татьяна. Сегодняшнюю работу начну с джинсового квадрата. Размер квадрата не окончательный, взяла его с небольшим запасом. Я вырезала из бумаги вот такие шаблоны. Нашла в интернете картинки, там их 1000. И это очень удобно для тех, кто не дружит с рисованием. А кто умеет, тем тоже можно, не заморачиваясь, переснять их. Для тех, кто захочет повторить эту работу, в конце видео я помещу фото, и можно будет переснять эти шаблоны. На бумажных шаблонах можно добавить что-то свое, что, в общем-то, я вот здесь вот на елочке и сделала. Вот эти участки я впоследствии буду вырезать. С бумажных я перенесла картинки на ткань. И первое, что я сделаю, я пристрочу вот эти домики на джинсовую основу. Строчить буду по всем нарисованным линиям, то есть я отрисую на машинке все вот эти вот линии. Строчить удобнее всего на свободном ходу, но можно здесь применить, если у вас не переключается нижний транспортер, можно и прямой строчкой. И вот, отстрочила, получается, что я самые мелкие детали, которые есть в картинке. И, поверьте, происходит это достаточно быстро, несмотря на то, что вот здесь так много линий. И сейчас я срежу лишнюю ткань. Вот эти строчки, которые я подрезаю, они пройдены в 2, а местами даже в 3 строчки. Я сейчас подрежу все это большими ножницами. Вот я срезала лишнюю ткань, и только кое-где я могу подправить это маленькими маникюрными ножницами. И следующая деталь – это елочка. Ориентироваться, где ее поместить, лучше всего с помощью бумажного шаблона. Вот. После того, как мы определились с местом, сверху я накладываю деталь из ткани, где у меня нарисована эта елочка. Вот, сквозь эту ткань просвечивает шаблон. И я просто теперь убираю бумажный шаблон и иду к машинке отстрачивать елочку. Елочка почти готова. Осталось вырезать последний островок. Контуры я здесь также отстрочила 2 строчками. А эти швы, которые посередине, я сделала в 1 строчку. А еще удобно вырезать вот такими ножничками. Особенно там, где есть уголки. Очень удобно. Дальше дорисовываем картинку. Определяемся с нашими основными персонажами. Я воспользуюсь опять бумажными шаблонами и решила разместить их вот так. Сначала я займусь с одним зайчиком. Также накладываю поверх шаблона текстильную заготовку. Опять убираю бумажный шаблон. Ничем не скрепляю. Деталь маленькая. И под машинку. Текстильная картинка готова. Я добавила белые полоски. Это сугробы. Зайчиком прорисовала глазки вручную, ручными стежками. Глядя на картинку, понятно, что можно составить из этих элементов свой сюжет, поменять местами детали. И это будет уже ваша картинка, и оформить ее можно тоже по-разному. У меня это будет центральный блок наволочки из джинсов. Я обрезала заготовку, и у меня получился квадрат со сторонами 23 на 23. Еще я нарезала квадратики из светлых джинсов 4 квадрата и из темных джинсов 8 квадратов. Квадраты со сторонами 12 на 12. Темные квадраты я соединю, сделаю 2 полосы
по 4 квадрата, а светлые квадраты соединю попарно. Вот таким образом. Соединять буду швами наружу. Вот я сшила, соединила квадратики и присоединяю их к центральному блоку с двух сторон, также припусками на лицевую сторону. Вот таким образом. Так вот, присоединила я светлые квадраты, и теперь пришиваем полоски из темных квадратов. Таким образом. Ну вот я пришила полосу, вторую тоже. И теперь знакомая история. Вот эти припуски на швы надо надсечь примерно на расстоянии насечки друг от друга по 1 сантиметру. Ножницы должны быть острыми, с острыми кончиками, это важно. И затем все это надо будет хорошо растрепать. Ну, на камеру я не буду здесь мусор разводить. Вы знаете, что это такое. Но вся красота, конечно, проявится после стирки. А сейчас я выкроила 2 детали, равные по ширине верхней детали. И сейчас я буду вшивать молнию. Отрезок молнии у меня равен по длине детали. Я накладываю молнию зубчиками вниз, немного выступив над срезом, и прокладываю строчку. Пришила и сделала отстрочку. И точно так же сейчас пришью вторую половину. Так, вот пришила. И смотрите, в концах молний я сделала закрепы. И сейчас я отрежу вот эти зубчики примерно на сантиметр. То же самое я со второго конца сделаю. На изнаночную сторону основной детали накладываю также изнанкой к изнанке заднюю часть наволочки и прострачиваю замкнуто по всему периметру. Ну вот, отстрочила по периметру. На наружных швах тоже сделала насечки, взлохматила. И вот при таком способе пошива внутри не приходится ничего обрабатывать. Там чистые все швы. Вот, девочки, то, что я вам обещала. Это шаблоны, которые вам могут понадобиться, если вам захочется. Останавливаете видео, на экран накладываете лист бумаги или кальки и срисовываете. Мне интересно, а куда бы вы хотели применить такую текстильную картинку? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, мне интересно. Подушка получилась размером 40 на 40. На мой взгляд, получилась симпатично. Если и вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Жмите на колокольчик, и вы получите уведомления о моих новых работах. И, конечно, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, это будет способствовать развитию канала. А на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.